коррупция в стране выходит далеко за рамки экономики, проникая в социальные сферы и государственные структуры. В 2023 году Генпрокуратура выявила хищение в сфере образования на 400 миллиардов суммов, связанных с закупками учебников и ремонтом школ. Деньги растворились через подставные компании, а школьники остались без нормальных условий для учебы. Водное хозяйство стало еще одной жертвой коррупционных схем. В 2022 году аудит обнаружил пропажу 600 миллиардов суммов, выделенных на модернизацию ирригационных систем для фермеров. Проекты так и не были завершены, а поля остаются без воды. Это не просто утрата средств, это угроза продовольственной безопасности страны. Судебная система превратилась в рынок взяток. В 2024 году радио «Азодлик» сообщило, что судьи по всей стране получили более 300 миллиардов суммов за нужные решения в пользу тех, кто платит. Простые граждане теряют веру в правосудие, а коррупция в судах процветает безнаказанно. Транспортная отрасль тоже не осталась в стороне. В 2023 году расследование показало, что 250 миллиардов суммов, выделенных на ремонт дорог и закупку автобусов, ушли через фиктивные тендеры. Дороги разрушаются, а общественный транспорт разваливается на глазах. Народ платит налоги, а результаты исчезают в неизвестном направлении. Таможенная служба стала золотой жилой для коррупционеров. В 2022 году Генпрокуратура зафиксировала ущерб в 450 миллиардов суммов из-за махинаций с пошлинами и контрабандой на границе. Товары ввозятся без уплаты налогов, а бюджет теряет миллиарды. Это система, где правила существуют только для тех, кто не может заплатить. Пенсионный фонд оказался под ударом. В 2023 году аудит выявил пропажу 200 миллиардов суммов, предназначенных для выплат пенсионерам, через подставные счета. Пожилые люди остаются без средств к существованию, а деньги оседают у чиновников. Это не просто воровство, это циничное предательство самых уязвимых. Государственные банки не отстают в коррупционных схемах. В 2024 году стало известно, что 350 миллиардов суммов кредитов выданы компаниям-призракам без возврата. Банки покрывают убытки за счет вкладов граждан, а виновные остаются на свободе. Финансовая система работает против народа. Сфера культуры тоже погрязла в коррупции. В 2022 году 150 миллиардов суммов, выделенных на реставрацию исторических памятников, ушли на фиктивные работы. Объекты ЮНЕСКО разрушаются, а отчеты рисуют красивую картинку. Наследие страны продается за бесценок ради личной выгоды. Социальные выплаты стали добычей чиновников. В 2023 году Генпрокуратура раскрыла схему, где 180 миллиардов суммов, предназначенных для малоимущих семей, присвоили через поддельные списки получателей. Деньги до нуждающихся не дошли, а коррупционеры обогатились. Это прямое ограбление тех, кто и так едва выживает. Факты неумолимы. В 2024 году расследование показало, что 500 миллиардов суммов из Фонда развития малого бизнеса ушли на проекты, которые никогда не существовали. Малый бизнес задыхается без поддержки, а средства растворяются в тенях. Коррупция душит будущие страны, и это нельзя скрыть. В октябре 2024 года покушение на Камила Алламжонова потрясло Узбекистан. Неизвестные обстреляли его автомобиль в Кибрайском районе под Ташкентом, выпустив 8 пуль, но он и водитель выжили. Генпрокуратура задержала Джавлона Юнусова, экстрадированного из Южной Кореи, связав его с Атабеком Умаровым, зятем президента. СМИ называют это частью войны элит, где группировки внутри семьи Мирзиёева борются за власть. В ноябре 2024 года уволили главу СГБ Абдусалома Азизова, а следом — десятки силовиков, мешавших расследованию.
Ради Азодлик утверждает, что целью было ослабить Саиду Мирзиёеву, чьим соратником был Алламжонов. Нападение произошло перед выборами, что усилило слухи о расколе в верхах. В декабре 2024 года в розыск объявили двух чеченцев, Беслана Расаева и Шамиля Тимирханова, добавив международный оттенок скандалу. Рамзан Кадыров отрицал их причастность, защищая Умарова, но это лишь подлило масло в огонь. В феврале 2025 года военный суд вынес приговоры от 7 до 23 лет 10 обвиняемым, включая Юнусова, но мотивы остались в тени. Борьба элит вскрыла трещины в системе, где власть делят не ради народа, а ради себя. Керн Тайм отмечает, что такие инциденты редки для Узбекистана, подчеркивая масштаб кризиса. Фонд Саиды Мирзиёевой оказался в центре внимания из-за нецелевых трат. В 2022 году он получил миллионы сумов из бюджета на культурные и образовательные проекты. Ради Азодлик выяснила, что отчетов о расходовании нет, а деньги ушли на непрозрачные инициативы. Саида, помощник президента, публично выступает за реформы, но фонд стал символом двойных стандартов. В 2023 году журналисты подсчитали, что часть средств осела в частных компаниях, связанных с ее окружением. Это не единичный случай, а система, где государственные ресурсы питают элиту. Скандал подорвал доверие к ее имиджу борца за справедливость. В 2024 году фонд анонсировал новые проекты, но вопросы о финансах остались без ответа. СМИ указывают, что такие траты – норма для семейных структур власти. Отсутствие проверок лишь подтверждает, что элита не подотчетна народу. Это не просто утечка денег, это удар по надеждам на перемены. Расследования показывают, что фонд – лишь звено в цепи коррупционных схем. Агентство по борьбе с коррупцией, созданное в 2020 году, стало пустой вывеской. В марте 2025 года президент уволил 117 начальников отделов за бездействие, назвав их бумажными счетоводами. Генпрокуратура в 2024 году зафиксировала 3500 дел, но крупные фигуры избежали наказания. Агентство обещало перемены, но провалился даже контроль на местах. В 2023 году бюджет выделил миллиарды суммов на его работу, однако результаты нулевые. Transparency International отмечает, что без независимости оно обречено. Увольнение 117 человек – не решение, а жест отчаяния. В 2024 году громкие аресты мелких чиновников лишь маскировали безнаказанность элиты. Это не борьба с коррупцией, а ее имитация для публики. Система защищает своих, а не законы. Агентство стало символом того, как реформы тонут в болоте интересов власти. Народ ждет действий, но получает лишь статистику провалов. Индекс Transparency International рисует мрачную картину. В 2022 году Узбекистан занял 126 место из 180, набрав 31 балл из 100. В 2025 году президент заявил, что коррупция угрожает стабильности, призвав к срочным мерам. Однако рейтинги не улучшаются, показывая застой. В 2023 году страна осталась на том же уровне, несмотря на громкие обещания. Transparency подчеркивает, что без свободы слова и судов прогресс невозможен. Слова президента в 2025 году звучали как тревога, но дела не последовали. В 2024 году индекс зафиксировал те же проблемы, непрозрачность и элитизм. Это не просто цифры, это приговор системе управления. Реформы тонут в коррупции, которую власть сама же питает. Узбекистану обещали подъем в рейтинге к 2030 году, но пока это лишь слово. Народ видит разрыв между заявлениями и реальностью.